привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех благодарю за обратную связь. Подписывайтесь, кто еще не подписался. На моем канале много чего интересного. Так, предлагаю посмотреть на такую тему, как крик его души. Представьте своего молодого интересного и посмотрим, кто же к нам сегодня пришел. Так, какой это мужчинка? Мужчинка парный. Какой мужчинка к нам пришел? Так, говорю так, пришел тот мужчина, с кем вы состояли в отношениях, да, мужчина эгоистичный, скорее всего, от этого мужчины у вас есть ребенок, либо дети, да. Мужчина в первую очередь в этих отношениях предпочитал здесь себя. Здесь вы были как с этим мужчиной как мамочка, а он ваш ребенок, да, если даже у вас и детей нет. Если дети есть от этого мужчины, соответственно, это был ваш самый трудный ребенок. Мужчина здесь эгоистичный. Помимо этого, он все равно в поисках какого-то счастья, да, он за внимание к себе. Но здесь женщина та, которая уже устала от этого эгоизма этого мужчины, да, и послала нахрен, вот скажу так. Хотя все равно этот мужчина к вам испытывает чувства, либо испытывал, и все равно этот мужчина был с вами счастлив, как ни крути. Так, кем ты был в этих отношениях? Мужчина тот, который... Эти отношения, да, для этого мужчины были очень счастливыми. Говорю так. Может быть, это семейные ваши отношения были, да. Но постоянно он почему-то был вами недоволен здесь. Женщина, вы активная, да. Все равно женщина та, она позитивная, приносит счастье. Но этот скотина, он вечно чем-то был недоволен. Здесь скажу так, что женщина после этого мужчины уже как-то, знаете, как то ли интерес потеряла к этому мужчине, да, после того, как произошло такое с вами. Женщина здесь себя не чувствовала женщиной. Помимо этого, скажу так, если у вас семейные отношения, да, были, то вы не чувствовали себя полноценной семьей. Но он какой-то конфликтный был, этот мужчина, он псих какой-то, постоянно к вам придирался. Помимо этого, может, с другими женщинами сравнивал вас, самооценку понижал здесь. Как он относился в этих отношениях еще к вам? Как он относился? Никак. Он вас размазал, закатал. Все, что было у вас хорошее, да, он все это закатал. Помимо этого мог уходить, приходить, да, и в оконцовке здесь женщина почему зла, она еще, наверное, послала нахрен с этого мужчину подальше. И на сегодняшний день все, что было хорошее у вас с этим мужчиной, оно все, знаете, как осталось позади. Помимо этого, ваше терпение лопнуло, да, вы уже сами, да, уже были на грани того, чтобы с этим мужчиной уже порвать, потому что уже все, он с вас высосал все соки. Да? Вы себя, опять повторяюсь, не чувствовали себя женщиной, поддержки не было. Когда нужна была его помощь, его не было постоянно. Он уходил от ответственности. Понимаете? Вот так вот. Ну, давайте будем смотреть крик его души, если узнали своего партнера. Милый мой, дорогой, в чем ты же хочешь признаться? О чем тревожится твоя судьба? Ой, твое сердце, твоя душа. Ну, давай, слушаем тебя. Что ты хочешь передать этой женщине? Я прекрасно понимаю, да, что в этих отношениях, да, я просто валял дурака. Относился несерьезно. Помимо этого прислушивался здесь постоянно к третьим лицам. У меня были отношения на стороне. Мне нравилось то, что я был в тебе, что ты во мне была заинтересована. А я делал все, что как мне надо. Я тебя обманывал, много чего не договаривал, да, ты мне верила, но до определенного периода. Я постоянно вгонял тебя в иллюзии. Помимо этого, мне было с тобой хорошо, у меня все равно ностальгия есть, да, по нашему союзу. Я понимаю, что я от тебя зависим, но у меня страхи есть, страхи. С чем у тебя страхи? С чем связаны твои страхи, интересно? Знаешь, что я тебе скажу? У меня страхи с тем, что... Ну, я же не могу к тебе прийти, как ни в чем не бывало. У меня тяга есть к тебе. Помимо этого страх, что... Понимаешь как? Конфликта я боюсь с тобой. Да? Что все-таки ты меня под себя подомнешь. И что праздника уже как раньше не будет. Да? Ты надо мной все равно одержишь здесь власть. Я этого боюсь. Боюсь того, что не будет уже тех праздников, конфликты, что ты на меня очень сильно зла.
А почему женщина это злится на тебя, конфликтует? Скажи. Потому что я ее оставил и не стал ее добиваться. Я от нее отказался. Вот почему я на нее обиделся и свалил к другой женщине. Да, женщина та, которая мне показалась более интересная. Помимо этого, я тебе скажу так конкретно, что я просто отказался от нее. Но она самодостаточная. Я пошел покорять другие отношения. И я на нее очень сильно обижен. Знаешь почему? Знаешь, почему я на тебя обижен? Но я-то думал, то, что я уйду, обижусь, и ты все-таки позовешь меня, да? Но я же такой победитель. А ты на меня вообще не обращаешь внимания. Почему ты еще на эту женщину обижен? Почему? Потому что она мне не дает больше эмоций. Она на меня злится, да? Она перекрыла какой-то весь доступ к себе. Теперь я просто не могу вот так вот приехать, да? Элементарно. Ни секса, ни энергии, ни чувств, эмоций никаких не дает она. Она на меня очень сильно злится. А как ты думаешь, почему она еще на тебя злится? Почему она злится на тебя? Ну, потому что то, что она поняла, то, что я с ней просто играл, манипулировал ею, да, ее чувствами. Я просто хотел ей доказать, что я мужик, и будет все так, как я сказал, да. Она вычислила меня, и, соответственно, она вычислила, что у меня на стороне тоже есть другая женщина. Но манипулировал, да, я ею. Я хотел, чтобы она меня боготворила и понимала, что я тот мужчина, да, который требует постоянно только к себе внимания. А почему ты еще на эту женщину обиделся? Почему обижен на нее так сильно? Почему обижен на нее? Ну, потому что все выяснилось. Ящик Пандоры для нее открылся. Она от меня закрылась, да. Я злюсь, то, что ничего я этим не добился. Она закрыла для себя это. Она поняла то, что она меня не уважает. Она поняла то, что я диктатор, что будет только так, как я сказал, да. Почему я еще обиделся? Ну, ничего этим... Ну, вот я для себя еще что-то открыл. Вот высшие силы мне, конечно, как она ушла, преподали, конечно, отличный урок. А с чем этот урок у тебя связан? Какой урок тебе преподали высшие силы? Ну, что все-таки... Что эта женщина все-таки... Она теперь меня не подпустит к себе, что она со мной поступила справедливо, что я ее просто потерял. Я не разглядел в ней, да, ту женщину, с которой мне было хорошо. Получается так, что сейчас эта женщина, ты меня наказала. Ты меня просто наказала и лишила себя, нашего счастья. Ты со мной поступила справедливо. Хорошо, а как ты думаешь, почему она так с тобой поступила? Почему она так с тобой поступила? Потому что я сделал выбор не в ее пользу. Я ей не давал чувств, она просто разочаровалась, да, осталась одна с проблемами. Я знаю, что я причинил ей боль. И я понимаю, что третьи лица повлияли. Она узнала, может, о моем измене. Я просто уже... Я ушел из этих отношений. Предпочел другие отношения. Ну и что у тебя с другими отношениями получилось? Ты что хотел, то и получил. Ты знаешь, я тебе скажу так. Ушел-то я в другие отношения, но так получилось, что эти отношения мне не принесли счастья. Какой-то тупик. И тем более потерял ее после того, как выбрал другую женщину, а моя любимая от меня закрылась. Закрылась, и она много страдала. Для нее это был удар. И у нас после того, как я совершил этот выбор, произошел тупик в отношениях. А в чем ты ей хочешь признаться? Что на душе у тебя к этой женщине? Что на душе к этой женщине? Ты знаешь, меня убивает это, мне причиняет огромную боль, тоску. Я нуждаюсь в тебе, да? Но сейчас, на сегодняшний день, я о тебе ничего не знаю. Тем самым ты мне причиняешь боль. Я понимаю, что без тебя я никто. Я просто нуждаюсь в тебе. У меня душа болит. Ты знаешь, я вот без тебя как нищий, который вот вечно вот в поисках ищет. Ты для меня стала какой-то непонятной, какая-то закрытая книга.
Что у тебя еще на душе к этой женщине? Что у тебя еще на душе к этой женщине? У меня есть к ней чувства, но я их не проявляю. Знаешь, я тебе скажу, что я себя ощущаю одиноким. Да? Я хочу счастья, но без нее я этого не вижу. Я до сих пор в эту женщину влюблен. Я знаю, я понимаю, что я эгоистично с ней поступил, да, в поисках того, тем самым ее от себя отдалил. Но получается так, то, что отдалить-то отдалил, но сам я не нашел того, что искал. Вот сейчас приходится задумываться о том, что же я натворил. А почему ты себя чувствуешь одиноким без этой женщины? Почему? Почему? Ну, потому что, знаешь, я тебе скажу, все-таки в этих отношениях, скорее всего, я был потребителем. Она мне давала и стабильность, и ласку, понимание, да, поддерживала меня. А ты знаешь, что я умудрялся делать, да? Мне почему ее не хватает? Вот все-таки я себя чувствовала тем человеком, да, вот рядом с ней. Не знаю, у меня какая-то стабильность с ней была. И сам же от этого и лишился. Помимо этого я еще выпендривался. Помимо нее другая женщина же. Ну, я еще здесь решал, кому сколько дать внимания. Но она молодец. А что у тебя еще на душе к этой женщине? Что на душе? Ты знаешь, на душе у меня то, что я понимаю, что она для меня шанс. Как я хочу удержать. Я так хочу уже работать в этих отношениях, вкладываться в отношения. Она ценность для меня. Она моя. Ты же понимаешь, что я собственник. Это моя женщина. Ты правда готов ради нее что-то делать? Правда готов что-то делать? Только при одном условии, если, конечно. Но она меня не простит, понимаешь? Женщина, она судьбоносная, но я вижу то, что она меня к себе не подпускает. Видишь как? Почему? Внутри-то я чувствую, что она моя, но она не дает мне этого шанса. Она не дает возможности к ней проявиться. Понимаешь? А я хочу вернуться к ней, но она не дает возможности. И, соответственно, на сегодняшний день я все эмоции, чувства, все прячу. Я сам понимаю то, что я повлиял на эту ситуацию. Сейчас уже запустился, понимаешь, такие судьбоносные события, что уже изменить ничего невозможно. И я никак не могу повлиять. Только от нее зависит это решение. А почему ты так думаешь, что ты не можешь никак повлиять? Почему ты не думаешь, что не можешь на нее повлиять? Ну как почему? Потому что она закрылась от меня. Понимаешь, сейчас, может быть, у нее другой какой-то мужчина есть. Я знаю, что она сейчас, она просто не поверит в мои слова. Она уже другой человек. А что ты такого натворил, что она тебе больше не верит? Что ты такого натворил с ней? Ты знаешь, что я с ней очень плохо поступил. Я причинил ей очень много боли. Очень много боли. Тем самым она пошла в трансформацию. Я обрубил. Понимаешь, я поступал очень жестоко. Очень. Я ее, ну, скажу тебе так, заживо похоронил. Я с мосты сжег. После чего, да, после чего она меня потом просто, знаешь, как я тебе скажу, я для нее умер. А почему ты так с ней поступил? Почему? Ну, потому что мне казалось, что вообще ничего не происходит. Я отстаивал свою. Ну, я же мужик же. Мне казалось, что вообще это болото уже, что меня что-то лучшее впереди ждет, что здесь уже конец. Ты жалеешь об этом, что ты упустил эту женщину? Жалеешь ли ты об этом? Все-таки это выпало. Ты знаешь, я тебе скажу, конечно, я жалею. Жалею, все-таки она для меня стабильность была. Понимаешь, она стабильная женщина. Но меня подвело здесь одно, эго подвело. Я-то думал, то, что она будет проявляться, сама бежать за мной, понимаешь? А так получается, что я не дождался. А моя женщина, она осталась со своей стабильностью. О чем ты еще жалеешь в отношении этой женщины? О том, то, что... Ты понимаешь, я тебе скажу так, что мне казалось, да, что для меня этот союз очень тяжелый, да. Ну, вот я решил себя показать мужиком здесь и все разрушу.
А мне-то стоило просто... Я придурок, идиот, мне нужно было просто не убегать от этой ответственности и решить. Но я предпочел сжечь все эти мосты. Я сам создал эту ситуацию. Ну и что? Что эта башня привела? К чему? К чему привела? Ну, что теперь я сейчас злюсь. Понимаешь как? Я же хочу больших денег, да, меня злость берет, что я никак не могу. Я еще жадный. Я мечтал о том, что сейчас я поступлю с ней холодно, да, но я реализуюсь в материальном плане. Но я так понимаю, то, что я остался со своими иллюзиями. А что ты планировал-то? Какие иллюзии у тебя были? Какие иллюзии у тебя были? Ну, что, все равно, что я также буду хитрить, обманывать, да? Ну, и так получилось, что я сам себя же обманул. Понимаешь, что сейчас я буду поступать так, как мне хочется, но получается так, то, что она-то мне ничего не предложила. Ну и, кстати, я начал за ней следить, да. Мои иллюзии, сам же я идиот, я-то думал, то, что я пошел в стабильность, хотел же денег, да. А так получается, что я же сам себя и обманул. Мои иллюзии не оправдались. Ну и что ты еще напоследок скажешь этой женщине? Что ты скажешь? Ты красивая теперь. Я понимаю прекрасно, что своими похождениями, своей нестабильностью, своими играми, плохим поступком я тебя отдалил. Теперь ты для меня мечта, до которой не добраться. Извините за посторонние звуки. Что ты еще хочешь передать этой женщине? Ну, теперь что? Ты же меня знаешь, да? То, что я же дебил, сам себя изогнал из-за своего эгоизма. Чересчур в себя поверил, да? А сам же теперь сейчас оказался в жизненной ситуации, да, когда себя чувствую жертвой. Я всего боюсь, понимаешь, с оглядкой оборачиваюсь, да. Когда-то ты была жертвой, но мы с тобой местами поменялись. Подвел меня эгоизм. Эгоизм, теперь меня страхи, недоверие. Что ты еще женщине передашь? Ох, ты бы знала бы, как я от тебя зависим. Ты для меня все, ты для меня успешная женщина. Ты как моя семья. Я понимаю то, что я от тебя зависим. Но я тебе не нужен. Вот в чем причина. Ты понимаешь, я хочу тебя. Я от тебя зависим. Я тебя хочу. Что ты еще передашь этой женщине? Хм. Но мне приходится уходить и ничего не делать. Вот бороться со своей зависимостью, ничего не делать, чтобы не оказаться в очередной раз, да, в дураках. Я же понимаю, что ты меня пошлешь. Ты меня не выберешь, а мне очень хочется, чтобы ты меня выбрала. Ты моя императрица, я тебя потерял, я осознал. Я не знаю, это может быть человек женатый, либо, если это ваша семья, муж вам признается в том, что после того, как он вас потерял, он осознал, кого он потерял. То, что мужчине этому правда, он без вас, он чувствует себя брошенным, что он вынужден как будто от вас отходить, ничего не делать. Понимаете, нерешительный какой-то он. Вот он не знает, пойти туда или туда пойти. Человек мучается. Вот так вот на сегодняшний день поговорила душа вашего чмошника, который вас раздавил, но при этом вы выросли, вы стали императрицей. Когда, понимаете, здесь выходило так, когда вы ему все давали, он вас не ценил. Вы себя закрыли, все пути закрыли, да, к себе доступ закрыли, а теперь вы для него самая лучшая женщина, что вы для него соблазн, понимаете? От вас пахнет чем? Вы, женщина, на сегодняшний день все равно влиятельная. От вас пахнет материальным благополучием, стабильностью, а он это потерял, понимаете? Вот так вот на сегодня такой у нас был расклад. Если что, записывайтесь на личный расклад. Все контакты указаны в описании к видео. Всех благодарю за обратную связь.